Привет! Сегодня я делаю очень простой в приготовлении морковный торт. Вот что мне понадобится. 2 яйца, 170 граммов морковки, натертые на терке или в измельчителе измельченный, 50 граммов мелко нарезанных орехов, 150 граммов сахара, 130 граммов муки, 1/4 чайная ложка соли. Тут у меня 3/4 чайной ложки корицы, 3/4 чайной ложки разрыхлителя и 1/4 чайная ложка соды. И здесь 100 мл растительного масла. К яйцам я добавляю сахар и соль. Перемешиваю. Не взбиваю, просто хорошо перемешиваю. К муке я добавляю корицу, соду и разрыхлитель. Перемешиваю. Корица дает не только вкус, но еще и цвет придает. Перед тем, как добавить муку, я добавлю растительное масло. Немного перемешаю и добавляю муку. Перемешиваю недолго и добавляю морковь. То есть мука еще не успела вмешаться полностью, и я уже сейчас добавляю на этом этапе морковь и орехи. Перемешиваю. Духовка у меня нагревается до 180 градусов. Тесто готово. Тут у меня 16-сантиметровая в диаметре форма, кольцо. На дно я постелил пергамент, по краям тоже пергамент. Бисквит я буду выпекать целиком, то есть не буду тесто делить на 2 части и отдельно выпекать. Заливаю форму теста. Отправляю в духовку. Бисквит я достал из духовки, провел он там 45 минут. Время в духовке зависит от того, как вы печете ваши бисквиты. Я, например, пек все вместе в узкой формочке. Тесто получилось высоким, и поэтому оно пеклось дольше, чем я планировал. Если бы я разделил тесто на 2 части и пек бы их по отдельности, тогда бы время выпечки заняло примерно 25-30 минут. Теперь, пока бисквит остывает, я сделаю крем. Что мне понадобится для крема? 90 граммов сахарной пудры, мягкое сливочное масло 50 граммов и творожный сыр, тоже мягкий, комнатной температуры, 170 граммов. Добавляю масло. Теперь просеиваю сахарную пудру к маслу. Теперь перемешиваю сахарную пудру и масло. Сахарная пудра и масло хорошо перемешались. Теперь добавляю творожный сыр. И перемешиваю все вместе. Чтобы все ингредиенты перемешались, в конце я взбиваю все венчиком. Недолго, буквально минуту или 2. Крем готов. Вот так вот выглядит бисквит. Сейчас я буду мазать на него крем. Я не буду делить его никак, я просто распределю крем сверху и по бокам. Перед этим я немного срежу вот этот бугорок. Получился очень нежный вкусный торт. Ему не нужна пропитка. Бисквит получается очень влажный из-за того, что в нем растительное масло и морковка. Морковка на вкус никак не ощущается. Всем советую приготовить этот торт. Это очень просто, очень быстро и вкусно. Спасибо.